Все, что могло произойти, уже произошло. Дефолт, инфляция. Все инвесторы уже убежали из России. Тревожно. Все, давай, игра, преодолей ограничения. Транспортный коллапс. Лада Гранта Классик, как горбатый запорожец. Что за убожество? Будем на КамАЗах ездить за границу. Мракобесие будет в 21 веке сильно больше, чем в 20-м. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Вы соскучились по новостям, а ведь обсудить-то есть что. Поехали! У России случился дефолт. Сегодня рейтинговое агентство Moody's вслед за Bloomberg заявило о дефолте России по внешнему долгу по еврооблигациям. Вот так вот впервые с 1918 года в ночь на понедельник у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около 100 миллионов долларов. В отличие от 1918 года, когда большевики отказались платить по долгам царской России, просто взяли и отказались. Вот. В отличие от 1998 года, когда у правительства Российской Федерации не было денег, чем платить, да? Сейчас совершенно другая ситуация. Денег много, деньги есть, но американские банки, где корреспондентские счета, они просто не проводят транзакции. И второе. Путин подписал указ о том, что долги по еврооблигациям будут выплачиваться в рублях. Это тоже, кстати, основание, потому как в договорах на выпуск этих еврооблигаций написано, что оплата только, соответственно, в валюте этой облигации. Вся западная пресса экономическая везде пишет, что в России дефолт и сейчас что-то произойдет. Хочу отметить, что ни хрена ничего не произойдет, потому что все уже произошло. Ограничения на движение капитала были, все эти экономические закручивания гаек уже случились и так далее. Никаких инвесторов уже не отпугнуть, все инвесторы уже убежали из России. Каждый день заявление, что еще один инвестор сворачивается и убегает. Что мне это напоминает? Представь себе, что ослик Иа, у него давно уже хвост отвалился и где-то потерялся, да, а ослик ходит, как будто как ни в чем не бывало, да, и вдруг через месяц все-таки ослик и такой замечает, а хвоста-то нет, да, и это объявление об этих дефолтах на самом деле примерно это напоминает. Ребята, все, что могло произойти, уже произошло. Эти все дефолты, на что они влияют? На то, что это ухудшает инвестклимат, что новые инвесторы не приходят. Так нас и так они не приходят, они все уходят только, да. Поэтому ничего для россиян этот дефолт не значит. Кроме одного, теперь в нашей коллекции еще прибыл. Наравне с теми 6 тысяч всяких санкций, наравне с тем, что мы уже олимпийские чемпионы всех времен по санкциям, добавляется еще одна санкция. Такая фишечка — дефолт. Еще и дефолтнули в довесок. А эта новость меня покорила. 21 век, знаете ли, и в 21 веке это услышать — это просто вау. Однако, скорее всего, 21 век ознаменуется тем, что мракобесие будет в 21 веке сильно больше, чем в 20-м. Итак, от покупателей упрощенные Лада Гранта требуют подписать документ о запрете выезда за рубеж. Напомню, АвтоВАЗ, не имея возможности производить автомобили человеческие, то есть с АБС и прочее, с обычными, уже ставшие атрибуты базовой комплектации, да, начал производить упрощенные версии. Так эти упрощенные версии настолько упрощены, они, конечно, не почти как телега, да, у лошади, в общем-то, что-то близкое. И поэтому, понимая о том, что это нарушает все привычные нормы безопасности и так далее, АвтоВАЗ требует от покупателей подписать бумагу, что вы не будете выезжать куда-то, где вас могут за это... А в России можно. В России можно, мы тут все, 4 колеса есть и так далее, и главное, она ездит, пока до ремонта не доехала, да. Все, давайте я вам расскажу, чего там нет в этой упрощенной Ладе Гранта. Кстати, это на 103 тысячи рублей, значит, этого чего нет, да? Итак, подушки безопасности, она и так была единственная, так ее нет, понятно, да? Систем АБС, ESC, ESP, блока Эра ГЛОНАСС, преднатяжателей ремней безопасности и иммобилайзеров. Всего этого нет, то есть почти ничего нет.
Ну, это, конечно, не так. 4 колеса есть, там руль есть, там и так далее. Вот. Есть геморрой, который ты получаешь, когда ты приобретаешь эту машину. В России есть деятели, которые смогли создать неплохие коммерческие автомобили, неплохие образцы строительной техники. Это доказывает, что мы можем там, где появляются пассионарные предприниматели, создавать офигенные вещи, которые востребованы во всем мире. Поэтому давайте и в гражданском автопроме тоже создадим такие образцы. Поэтому у меня призыв к правительству поддержать бизнесменов и предпринимателей молодых. Не надо вот этих замшелых, которые много раз уже пробовали, не надо. Молодых деятелей поддержите. Они создадут новый отечественный автопром, где вот это вот Лада Гранта Классик будет как… Они когда будут смотреть, как мы сегодня на Горбатого запорожца вот смотрим, с удивлением, это что, вот это? Лада Гранта Классик в 22 веке, это же как горбатый запорожец. Сейчас вы когда на него смотрите, вы скажете, что за убожество, что за… А я вам говорю, а Лада Гранта Классик с бумагой, что ты отказываешься там выезжать за границу, это что за… Это такой же… КамАЗ представил беспилотный самосвал и даже без кабины. Все, сам едет. Новый самосвал назвали Юпитер-30, и предназначен он для работы в горнодобывающих карьерах. И отличается высшим уровнем автономности. У него даже кабины нет, вот, что пишет пресс-релиз. Вот. Ну, на самом деле, смотрите, конечно, уже назрело на карьерах. Представьте себе, карьера — это какая-то такая дырка в земле, да, вот такая вот спирали уходит дорога, и там эти грузовики вот постоянно вот вниз, там, потом груженные там вверх, едут на горно-обогатительную фабрику и так далее. А маршрут один и тот же. Поэтому, когда водитель этого грузовика там один и тот же маршрут совершает, это, конечно же, это очень умно, очень прозорливо заменить этого водителя на робота. Короче, вот этот беспилотный самосвал и без кабины, и без водителя и так далее, вот очень, наверное, современный, вот, да, поэтому КамАЗ, видите, научился делать. Наверняка его будут пропускать за границу. Лада Гранта, видишь, не будут пропускать, а это будут. Если что, будем на КамАЗах ездить за границу. Ребят, мы точно прорвемся, это я 100% уверен. Правительство России приглашает россиян на Дальний Восток. Дальневосточная ипотека. Итак, заявление Мишустина. Кредит по ставке 2% будет распространяться на врачей, на учителей, если они проработали по специальности на Дальнем Востоке 5 лет. Возраст и семейное положение не важны. Что только они делают в правительстве для того, чтобы заманить людей, специалистов на Дальний Восток. Ну, действительно, Дальний Восток постоянно находится в какой демографической ситуации? Рождаемость не растет, миграционные потоки из Дальнего Востока в другие, так сказать, края. В результате оказываются огромные территории безлюдными. Если я хотел построить в Хабаровский завод, мы разворачивали вот это строительство, знаете, какая была проблема найти подрядчиков в Хабаровске? Огромная проблема. Знаете, что все подрядчиков нам пришлось приглашать из Челябинска, из Екатеринбурга, то есть с центральной полосы России и так далее. Нету, просто тупо нету людей. Такое ощущение, что все эти вот как бы программы, ну вот они какие-то вот слабенькие. Ну то есть они, ну, дают какой-то импульс, но такой слабый, что он затухает, еще не дойдя до цели. Давайте посмотрим на эффективность ранее принятых мер. Помните дальневосточный гектар? Ну так вот каждый человек мог заявить, ему выделяет дальневосточный гектар какой-нибудь таракань, где нет ни дорог, ни коммуникаций, ничего нет, попробуй доберись до своего гектара и так далее. Ну что, дал этот дальневосточный гектар что-то? Да кто его взял, до сих пор мучается, потому что сделать с ним ничего нельзя, жить там невозможно, коммуникации нет и так далее. Вот и все. Поэтому прошлые инициативы правительства, да, ничего не привели. А к чему приведут эти инициативы? 2% ставка распространяется на врачей и учителей, если они проработали по специальности на Дальнем Востоке 5 лет. А если не проработали, например, 4 года, уже нет. Кто поедет? Кто поедет под такой риск? Ну, жизненные обстоятельства разные и так далее. Ну, дайте сразу 2% льготную ипотеку. Ну, заманите людей, раздайте землю. Просто, если человек едет, ну, дайте, блин. Ну, просто заселите, урбанизируйте территорию. Ну, пусть люди поселятся и скажите, стройте.
дома, там, фермы, что угодно, там, кредитами завалить их. Поэтому сейчас вот новые какие-то там инициативы, конечно же, они не приведут ни к чему, я знаю. В 2014 году на совещании правительства мы обсуждали о том, что, ну, давайте, с Хабаровска должен быть внятный переход в Китай, чтобы товары, произведенные в Хабаровске, там, да, вот здесь вот, могли быть доставлены в Китай. Что вы думаете? Сегодня 22 год, 7 лет прошло, есть переход? Нет. Какой нахрен гектар? Какие люди будут селиться там, если просто любая элементарная вещь, произведенная вот в Хабаровске, ну невозможно ее перевести на рынок Китая, невозможно. Транспортный коллапс, очередь, нету переходов, просто тупо нету переходов. О каком развороте на восток мы говорим? Почему люди должны селиться на востоке, если из этого востока, ну как бы вот нету никакого сообщения с миром? Поэтому те, кто люди не едут, так они правильно делают, они интересуют, что они там будут делать. Все начинается с инфраструктуры. Люди едут туда, где есть инфраструктура. Постройте дороги, мосты, переходы и так далее, и люди заселятся. Вот и все. Я знаю лично очень много людей в правительстве об этом прекрасно осведомлены. И даже, ну, говорит, есть список вещей насущных, которых необходимо сделать для того, чтобы, ну, заселение Дальнего Востока было. Почему их не делают, откуда я знаю. Еще не все ушли, но продолжают уходить. Мишелен объявил о продаже бизнеса в России. Вот. Данное решение в компании объясняют невозможностью продолжения поставок в актуальных условиях. Вот. Далее, владеющая сетями Holiday Inn, Crown Plaza компания IHG прекращает работу в России. Ну, знаете, отели такие. Holiday Inn, Crown Plaza, кстати, неплохие отели, да. Владелец брендов Indesit и Hot Point продаст российский бизнес турецкой Арселик. Я думаю, они просто договорились, что турки поддержат эту компанию какое-то время, если вдруг все рассосется, будет обратный выкуп. А может и нет. Каждый раз, я говорю, уходит, и у вас, возможно, создается впечатление, что ну все, точно, да, какой-то. Да никуда они не уходят. Бизнес никогда, никуда не уходит, он просто вот делает вот такой вот маневр. Он должен выполнить требования регулятора своей страны, а потом через черный ход вот зайти обратно. И вот, например, эти аудиторские компании, Big Four, да, ну, знаете, Deloitte, Ernst Young, Pricewaterhouse, KPMG, вы знаете, так они громко хлопнули дверью и сказали, мы уходим. Так нет же! Все их офисы работают, люди, все, которые работали на эти компании, они продолжили работать, только теперь они называются странными именами. Технологии доверия, ну и так далее. Я не буду перечислять, это примерно как в Макдональдсе, помните это? Вкусно и точка. Понятно, что вот это ушел, пришел, черного хода пришел, договорился с кем-то там временно поддержать активы и так далее. Все это расходы. То есть вместо того, чтобы развиваться, строить заводы, производить продукты и так далее, мы занимаемся вот этой вот схематозной Это издержки, это деньги. Это деньги. За все заплатит, конечно же, потребитель, то есть мы. Товары станут дороже и так далее. Инфляция. То есть, конечно же, мы за это заплатим нашим, ну, вот это там, тем, что мы станем чуточку беднее. Страны G7 на прошлой неделе собрались и решили еще увеличить санкции. Дополнительно к тем 6001 санкции, да, ввести еще. Ну, мы привычные к этому, но тем не менее всегда интересуемся. А что на этот раз? Вот что на этот раз там G7 придумал, вы можете в интернете найти. А я сейчас вам прочитаю, что Белый дом опубликовал. Запрет компаниям, поддерживающим Россию, покупать товары и технологии американского производства, в том числе полупроводники. То есть Америка ясно и четко дает понять, что не хрен в Россию поставлять там продукты каких-то там полупроводниковых технологий, редких, которые российский ВПК может использовать и так далее. Вот и все. Далее идем. Белый дом говорит, запретить ввозить в США российское золото. Так это что же неплохо, потому что в основном потребители золота, значит, Китай, Индия. То есть на все страны неколлективного так называемого Запада приходится более 70% потребления золота. Поэтому, ну сколько вот шума они создают своими, ну, вот этими заявлениями, не знаю, давайте дальше, может быть, сейчас будет что-то посерьезнее. И вот еще один пункт от Белого дома. Да. Ограничения против лиц, которые помогают Москве обходить санкции. А вот это серьезный пункт. Думаю, что этот пункт будет больше всего, ну, вот, направлен на наши дружественные страны. Люди, которые нам действительно помогают сейчас преодолеть какие-то вот эти вот
трудности там завести товары, которые нам очень нужны для безопасности там, промышленных там, объектов, для безопасности людей и так далее, эти люди могут быть подвергнуты санкциям. Это вот не очень хорошо. Поэтому на самом деле, да, когда в общем и целом смотришь на список, вроде вот, ну ничего так, выживем, да. Но если вот по пунктам разобрать, видно, что каждый из пунктов ухудшает положение России, и все это, конечно, тревожно. IKEA начала распродажу товаров среди сотрудников. Напомню, IKEA объявила, что они уходят из России, там, закрывают магазины, продают заводы и так далее. И они решили сделать благо, видишь ли, для своих сотрудников и сказали, вот с 15% скидкой можете купить там какие-то вот шкафы, там, диваны, кровати и так далее. Но есть одно условие — не перепродавать это. Ну, как вы понимаете, чувак, ты задал дельный вопрос, как говорится. Авито и все вот эти доски объявлений тут же наполнились там бесконечным числом объявлений. Кому нужен диван из IKEA, я тебе куплю, приведу. 10%. Все. В результате сейчас вот эти вот кадры, которые вы видите, вот вы видите, какое столпотворение и сумасшествие, да? Все хотят диван из IKEA. Да что ж такое-то? Что у нас за нация, да, такая, блин, спортивная, когда вот есть какие-то ограничения, нам хочется это ограничение преодолеть. Так вот стоял себе, ничего не надо было, а вот когда ограничения, все, давай, игра, преодолей ограничения, да, вот такие мы креативные и так далее. Ну, добавить здесь, в общем-то, нечего, кроме того, что следующее. Вы не представляете, сколько сейчас малых мебельных компаний зашли на рынок, которые с удовольствием восполнят эту IKEA. Все, IKEA научила россиян, что такое, ну, достаточно эффективная, недорогая, эффективная и качественная мебель, да? И сегодня огромное количество малых предпринимателей, да, пытаются воспроизводить это, и у некоторых получается, неплохо получается. Я видел этих ребят в клубе Equium, который я сооснователь, там очень много новых вот этих мебельщиков. Я заверяю вас, все нормально. IKEA может спокойно уходить, в конце концов, знаете, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Два белгородца 4 дня просидели на диване, чтобы победить в местном конкурсе. Магазин «Мебельный город» запустил конкурс «Диван за выдержку». И призом станет этот самый предмет мебели, то есть диван стоимостью около 90 тысяч рублей, кстати. Да. В общем, суть конкурса такой: несколько человек, значит, садились на этот диван, и кто, значит, вот выдержит, да, значит, тот забирает диван. Ребят, на самом деле сейчас я хочу признать, что я был неправ. Я, Рыбаков Игорь, был неправ. Я всегда утверждал, между диваном и задницей доллар не летает. А в этот раз очень даже летает, да, 90 тысяч рубликов — это даже не $1, понимаете, да, поэтому люди нормально 100 часов просидели на диване и получили по дивану. Это сколько долларей-то? Вот какие неожиданности, вот какие метаморфозы. Поэтому, друзья мои, у меня к вам вопрос. Может быть, вы все-таки знаете какие-то способы заработать деньги, сидя на диване? Ну вот, например, диванные аналитики есть и так далее, они там делают блоги, что-то там пишут, не знаю. Предложи мне твои способы, как, сидя на диване, заработать деньги. Потому что я вот лично вот это первый раз наткнулся на такой вот, ну, реальный способ, по факту подтвержденный, да. А может быть, вы подскажете мне? Давайте, пишите мне ваши способы, как, сидя на диване, заработать деньги. Ну, а подытоживая этот выпуск, который получился не очень тяжелым, а таким легким, воздушным, вселяющим, питающим, да, я хочу сказать следующее: давайте вместе своими руками размножать хорошее, и тогда плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.